Добрый день. Начинаем прямой эфир программы «Проважная». Сегодня у нас в гостях главный редактор портала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, я вас приветствую. Добрый день, спасибо, что пригласили. И есть у нас много, как всегда, чего обсудить. И предлагаю начать со вчерашнего совещания у президента, который касался в основном вопросов энергетического характера, вопросов топливных. И вот у меня, когда я и прямую трансляцию посмотрел, стенограмму потом тоже прочитал, сложилось такое впечатление, что военно-политическое руководство признало тот факт, что текущая ситуация, она быстро, по крайней мере, не разрешится. Потому что говорили о мерах, которые необходимо реализовать на протяжении достаточно долгого времени. Вот вы бы акценты по вчерашнему мероприятию на чем бы расставили? Акценты достаточно очевидные. Пункт первый. Если высший руководитель страны вынужден вмешиваться в ситуацию на топливном рынке, значит, на топливном рынке у нас не все в порядке. Очевидным образом. Если выходит на такой уровень, значит, это, я не думаю, что это такой знак качества работы нашего замечательного, прекрасного правительства. Я его очень уважаю, ни в коем случае не называйте меня экстремистом. Поработали, как поработали. Да, действительно, два пласта. Оперативная задача понятная. Все, что вышло из строя, необходимо как можно быстрее в строй вернуть. То, что связано с логистикой, постараться максимально расширить, но при этом памятуя о том, что у нас, собственно, монополист на поставки крупных объемов РЖД. Карты маршрута РЖД хорошо известны, к сожалению. Это то, что оперативно. Оперативно придется решать вопрос с импортом нефтепродуктов. Это и наши соседи, и более дальние страны. С какой скоростью все это удастся решить? Оперативно введен запрет на экспорт дизельного топлива, хотя статистика показывает, что из всего объема производства внутри России традиционно потреблялось 45-55%, то есть половина про запас. Но, тем не менее, с учетом уборочной и посевной, лучше сделать запасы. В 2023 году, во время предыдущего кризиса, экспериментально определили, какие у нас объемы емкостей, так скажем. 2 месяца запрета экспорта мы выдерживаем, дальше у нас емкости заканчиваются. Сейчас запрет введен на месяц, то есть, запасы на осенние уборочные посевные должно хватить. Остается наблюдать, с какой скоростью будут работать все, от кого зависит выживаемость наших нефтеперерабатывающих заводов, как будет складываться ситуация в малом небе. На мой взгляд, такая первая ласточка появилась. Появилась информация о том, что «Газпрому» удалось подписать договор с Министерством обороны о создании МОХ, мобильных огневых групп, которые будут прикрывать все, что касается газораспределительной сети нашей. Если такой договор появился, значит, есть образец, значит, Министерство обороны придумало, как взаимодействовать с топливными компаниями. И я надеюсь, что по этой тропинка станет дорогой для всех остальных. Вот как-то так. Меня здесь по последнему вопросу удивляет тот факт, что уже фактически 4,5 года идут боевые действия. Первые атаки, такие массированные, на НПЗ фиксировались летом прошлого года. И вот только сейчас компаниям выдали разрешение за свой счет приобретать оборудование, вооружение для противодействия беспилотников. Только сейчас подписываются различные контракты. Но вот когда только гром грянул, к сожалению. Но вот почему я о серьезности вчерашнего совещания заявил, потому что вчера был такой очень важный, на мой взгляд, момент. Поднято предложение губернатора Осипова, которое поддержано президентом Владимиром Путиным, о создании сети мини-НПЗ силами частного бизнеса, наверняка где частное, там есть и государственное. И Владимир Владимирович заявил то, что когда у нас много объектов, их сложнее атаковать для получения соответствующего эффекта. Вот что подразумевает создание сети малых НПЗ? Это сроки, финансирование, насколько актуально, понятно, насколько это технически сложно сделать? Технически это зависит от того, какой мощностью все это ставить. Практически разрешит ли Министерство финансов это сделать — большой вопрос. Вне зависимости от того, что происходило вчера на совещании, решающий голос всегда у Минфина. Такие очень грубые подсчеты технико-экономического обоснования в действующей налоговой системе НПЗ становится рентабельным при переработке порядка 3 миллионов тонн нефти в год.
Это не малый и не средний бизнес. Причины в налоговой системе. Ничего с этим не сделаешь. И, совещание совещанием, министра финансов там не было, решающее слово, как всегда, за ним. Понятно, что и строить не на что. Я не думаю, что малый и средний бизнес, даже получив какие-то налоговые изменения в свою пользу, дружными рядами пойдет в наш прекрасный, замечательный, глубоко уважаемый мной Центральный банк, а также в наши коммерческие банки, где раздают прекрасные кредиты под 20% годовых. Так что здесь подвижек должно быть много. Слова о том, что малый и средний бизнес это может взять на себя до изменения налогового законодательства, будут оставаться словами. Вы имеете в виду механизм обратного демпфера, когда за счет НДПИ Минфин фактически субсидирует нефтеперерабатывающие заводы для того, чтобы они поставляли на внутренний рынок топлива? Это не субсидия. Если мы смотрим в налоговое законодательство, то демпфер в графе налоговые вычеты. Сначала деньги собирают с нефтеперерабатывающих заводов, потом часть этих денег возвращают, как у каждого из нас налоговую декларацию сдал, можно получить налоговый вычет. Вот, не более того. Но система очень странная. То, что она странная, это мы с вами говорим. Если наша Государственная Дума голосует за проект, разработанный Министерством энергетики, значит, это высшая государственная мудрость. Правильно? Правильно. Нельзя не согласиться. Попробуйте не согласиться, еще чего. Понимаете, в предыдущие несколько тысяч лет существовала такая вещь, как экспортная пошлина. Придумали ее, так подозреваю, древние фараоны, когда к нему являлись какие-нибудь там жрецы или кто у него там был, сообщали, что торговцы вывезли все зерно. Фараон задумчиво смотрел в небо и говорил: а сделайте вывозную пошлину 100 000%. Через месяц приходили те же жрецы, у нас амбары кончились, все треснуло. Уберите пошлину. С 1 января 2024 года экспортная пошлина при экспорте нефти и нефтепродуктов с территории Российской Федерации равна нулю. Это завершение большого налогового маневра. За него подавляющим большинством голосовали наши лучшие люди, я имею в виду депутаты. Значит, это что-то очень нужное и очень важное. А мы с вами не понимаем. Если чуть к налоговому маневру возвращаться, с 2018 года, по-моему, его с 1 января 2019 года начали реализовывать, и буквально сразу же возникла проблема с тем, внезапно, неожиданно для многих министров, депутатов, прочих чиновников, что у нас резко внутри страны стали расти цены на топливо, что, в общем-то, было логично, когда вы отменяете пошлину. О чем предупреждали все эксперты, что вы делаете. Это просто элементарщина. И все-таки за это время никто конкретного обоснования, почему его нужно было проводить, такого вразумительного, внятного, не дал. Ни Минфин, ни Министерство энергетики. Здесь все-таки есть какие-то предположения, почему они его решили провернуть. И даже видя удручающие результаты, постоянно этот демпфер индексируют, постоянно из бюджета дополнительные деньги направляются, ситуацию назад откатить не решаются. Для этого нужна чья-то инициатива. В большом налоговом маневре в разработке вот этого законопроекта Министерство энергетики не участвовало. Это чисто минфиновское творчество, поддержанное нашими лучшими из лучших. Лучшие из лучших предпочитают каждый год рассказывать о том, что у нас внезапно подорожало топливо. Героически решать потом эту проблему. Да, перед этим, аккуратно голосуя за очередной бюджет, у нас с 1 января каждого года повышается ставка акцизного налога. То есть мы сначала голосуем за то, что будет повышен, а с января уже можно говорить: а что это такое делается? Это нефтяники во всем виноваты. Какие они нехорошие, давайте их накажем. Вот такое законотворчество у нас. Что я могу сказать? Я думаю, что если на новых выборах мы отправим в законодательные органы больше артистов, спортсменов, станет еще лучше. Нельзя с этим не согласиться, все повеселее будет. Но все-таки обоснование налогового маневра тогда было какое-то? Я, честно говоря, не помню и не находил. Логики там не было никакой. Чем-то обоснованно должно было быть. Формулировалось это тем, что мы должны прочнее войти в международный рынок, в разделение труда и так далее, и так далее. Вот все. Здесь, может быть, и даже самое страшное не то, что его провели, а то, что не боятся признать свои собственные ошибки, откатить ситуацию назад, вернуть экспортные пошлины, которые работали эффективно, потому что тогда нужно самим себе
и руководству признаться, наверное, что собственно говоря, если сделали. послушать выступление Александра Новака, оно во многом состояло из признаний. Да, завуалировано, но совершенно очевидно, я позволю себе процитировать, я не преминул полюбопытствовать, конечно, далеко не все. Это вчерашнее совещание. В России из общего сайта президента Российской Федерации 9.07 опубликовано. В России из общего количества автозаправочных станций, это примерно 29 тысяч, вертикально интегрированным компаниям принадлежит чуть более 9 тысяч. Остальные – это независимые операторы, которые раньше, когда-то, большую часть топлива покупали на бирже или у посредников. Точка. Вторая фраза. Теперь они переходят на прямые взаимоотношения с нефтяными компаниями и региональными операторами. Вопрос. А до 9-8 июля 2026 года нет? Только сейчас? То есть кризис оказался вот такой точкой перелома, когда все риски, о которых говорили независимые эксперты, они взяли и реализовались. Одновременно все. И распутывать этот клубок, да, есть оперативная проблема, которую надо решать любыми способами за счет поставок из Беларуси. Может быть, когда из планового предупредительного ремонта выйдет один из заводов Казахстана, может быть, здесь можно договориться. Понятно, что только что Китай разрешил экспорт независимым нефтеперерабатывающим заводам, правда, невелик объем, там что-то около 1,5 миллиона тонн. У нас месячное потребление в России порядка 3 до появления ажиотажного спроса. Но все равно неплохое подспорье, если честно. Если договоримся по цене. Да. Вопрос такой. Мы договорились по цене с одним из индийских производителей. Удалось. Было нелегко, непросто. Думаю, что минуты 2 заняло, а то и 3. Компания Nayara Energy, один из крупнейших. Нефть половину. Там 49,25. Есть еще независимая международная финансовая структура, зарегистрированная в городе Москве, здесь же имеющая штаб-квартиру, но вот как-то удалось. Мощности по производству 20 миллионов тонн в год по сырью, это 400-450 тысяч баррелей в сутки по топливу. Понятно, что есть собственная сеть АЗС, но люфт там достаточно большой. Так что, если смотреть изменения налоговые, отсчет демпфера для импортного бензина будет идти именно по ценам индийского рынка. Со всеми отсюда вытекающими. Индия – это достаточно удобный вариант, на самом деле, вроде бы далеко, но вовсе не обязательно физические поставки топлива. Там есть другие нефтеперерабатывающие заводы, не находящиеся под санкциями Европейского Союза и прочих, в отличие от Nayara Energy. У них есть своя сеть заправок. Дальше так называемая своповая сделка. Господа, мы заправим ваши АЗС, у вас там какой-нибудь танкер поближе к России есть, заверните за угол, мы тут рассчитаемся. Не деньгами, просто коэффициент какой-нибудь придумают, у вас транспортные расходы, ну и так далее. Так что я думаю, в ближайшее время какие-то объемы дополнительные появятся. Ну вот, будем надеяться, как всегда. На самом деле все в руках наших операторов, сбивающих все, что к нам летит. На самом деле все в руках тех, кто сейчас на всех поврежденных заводах, я так подозреваю, работает безостановочно. Ну и, разумеется, в руках нашей РЖД, которая по-прежнему остается монополистом на поставки, на доставку крупных объемов моторных топлив. В конце февраля, 28 числа, началось обострение на Ближнем Востоке, в Ормузском проливе, и буквально через 7-10 дней интернет облетели фотографии, как нефтеперерабатывающие мощности в Объединенных Арабских Эмиратах оперативно закрывают сетками, металлическими конструкциями и всем прочим, ну, что можно сделать. У нас спустя 4 года, 4,5 уже практически года после начала СВО, не на всех объектах имеются соответствующие укрепления, назову их так, соответствующая защита. Я не готов судить, насколько она эффективна, неэффективна, но есть пример Эмиратов, которые моментально среагировали. У нас, как я говорил, атаки беспилотников начались еще летом прошлого года. У меня здесь какой-то такой, может быть, обывательский, может быть, очень глупый, но вопрос возникает. А почему системно меры не предпринимались? А правила пожарной безопасности? Вот каждая сетка, она же не дает проехать пожарной машине. Все. Инструкции никто не менял.
У вас просто предприятие остановят. Мы на протяжении многих лет, десятилетий слышали про мощнейший лоббистский ресурс неких нефтяников, в интересах которых и рубль девальвируют, и налоговый маневр проводят и так далее. Но я сейчас всю мифологию собираю. Неужели они здесь вопрос пожарной безопасности не могут решить? Не могу ничего сказать по этому поводу. У нас много надзирающих органов, штрафующих за любые нарушения. Инструкция, прекрасно приняли закон о том, что нефтеперерабатывающие заводы могут приобретать соответствующую технику. В конце мая. В конце мая. Давайте я задам массу дебильных вопросов. Мне хочется купить шилку. Я это в какую графу ставлю? Основные средства производства? Такой вопрос чисто бухгалтерский. Как совершать покупку в Министерстве обороны? В Министерстве обороны появился отдел продаж. Здравствуйте, мне бы тут панцирей штучек 5 есть. После обеда приходить. Хорошо. Кто на работу встанет к этому новому оборудованию? Так, чтобы лет через 5 кто-нибудь мог, сидя на лавочке уже в пенсионном возрасте, сказать, служил я оператором ПВО на «Лукойле». Как? То есть нужна целая пачка подзаконных актов, чтобы хоть как-то это нормализовать. Разумеется, от владельцев НПЗ раздаются вопросы. Предположим, вся эта система работает, мы что-то сбили, оно пролетело 2 километра и упало на дом. И не дай бог там какие-то жертвы, не дай бог что-то сгорит. Отвечать кто будет? Где? Как это решать? С претензиями придут к нам. Может, нам не стрелять? То есть май – это хорошо, но сколько времени еще нужно? Лет 5 еще, наверное. Я, более того, видел заметку, то, что эти средства ПВО, РЭП, антидроновая защита, поскольку они ведут к тому, что снижают, точнее, потенциально прибыль нефтеперерабатывающих заводов, соответственно, они еще какими-то налогами у нас должны облагаться, потому что они несут коммерческую эффективность для предприятий. Тоже большой вопрос, ведь оборона у нас на государство возложена. Что касается РЭП, по большому секрету, никого не рассказывайте, в одной из студий, где я время от времени появляюсь, в прямой эфир к нам вышли одна из компаний Ростехнадзора. На дворе был январь 2023 года. Они сообщили о том, что они готовы предоставлять оборудование. Так получилось, что у них там свои какие-то разработки шли, вдруг это оказалось востребованным. Впервые это на этом канале не принято, с телефонами, реквизитами обращаются. Не обращаются. Почему? Потому что, оказывается, если рэп включить, то возникают помехи у мобильной связи, у интернета, а кто за это будет отвечать? То есть бюрократический дебилизм. Говоря простыми словами. Который нерешаемый, потому что даже, может быть, это не от конкретных людей зависит. Каждый вроде за что-то отвечает по факту. Никто ни за что не отвечает. Не просто боится брать на себя. К пуговицам претензии есть? Да, именно так. Не просто боятся на себя брать ответственность, не знают, как на себя ее взять. И настолько все это запутано, что разрубить и распутать нереально. Единого органа управления нет. Министерство энергетики работает по тому регламенту, который был разработан еще в 90-е годы, там ничего не изменилось. Есть люди в Министерстве энергетики, которые понимают, что нужно сделать, но они не имеют на это права. Просто нельзя. Нельзя вмешиваться в деятельность частных компаний, потому что у нас же либеральная экономика, рынок все порешает. Порешал. Залез к нам в карманы, хорошо себя там чувствует. Большое вам спасибо за данный эфир. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами на следующей неделе. До свидания.